А вот теперь настало время для паники. Иран ударил по НПЗ и газовым терминалам Саудовской Аравии, Кувейта и Катара. Производство остановлено. Цены на нефть и газ летят вверх с космической скоростью. Израиль впервые ударил по иранским портам на Каспийском море. Саудовская Аравия готова дать военный ответ на иранские атаки. Пит Хексет требует еще 200 миллиардов на войну с Ираном. Трамп угрожает разбомбить всю нефтяную и газовую инфраструктуру Ирана, если удары не прекратятся. Нельзя воевать, если туалеты не работают. Атомный авианосец Джеральд Форд срочно отправили на ремонт из-за неисправных санузлов. Европа нашла способ сломить сопротивление Орбана и выделить кредит Украине. Посланник Трампа в гостях у Лукашенко, освобождают новых политзаключенных. А в Германии тем временем вовсю работает фабрика по покраске пасхальных яиц. А теперь об этом подробно и по делу. Это «Один день». Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу «Базан» в Хайфе. Завод обеспечивает от 50 до 60% потребностей Израиля в топливе, перерабатывая примерно 197 тысяч баррелей в сутки, включая 60% дизеля и 50% бензина, и является критически важным для транспорта, авиации и армии. В ходе атаки осколками поврежден один автомобиль, критическая инфраструктура не пострадала, НПЗ работает в штатном режиме. Утечек опасных веществ нет, электроснабжение восстановлено для большинства потребителей, остальные подключения ожидаются в ближайшее время. Израиль впервые с начала войны нанес удары по военно-морским объектам Ирана в Каспийском море. По данным армии обороны Израиля, операция проведена на основе разведданных ВМС и военной разведки. Это первые атаки по целям на севере Ирана за почти 3 недели конфликта. Ранее удары по иранским морским активам наносились в основном в США и проходили в районах Оманского и Персидского заливов. Каспийское море – замкнутый регион, граничащий с несколькими странами, включая Россию, что выносит конфликт на новый уровень напряженности. Ключевой энергетический центр Катара, Рас-Лафан, получил серьезные повреждения после 2 ракетных ударов Ирана в течение 12 часов. Об этом сообщила государственная компания Qatar Energy. Промышленная зона, расположенная примерно в 80 километрах к северу от Дохи, считается крупнейшим в мире комплексом по сжижению газа и основой экономики страны. По данным Минобороны Катара, второй удар был нанесен баллистическими ракетами. Он вызвал масштабные пожары и новые разрушения. На месте работают спасательные службы, которые продолжают ликвидацию последствий. Первый удар произошел накануне. Тогда объект также получил значительный ущерб. При этом власти сообщили, что жертв в результате атак нет. Атаки последовали после заявлений Корпуса стражей Исламской революции, который обвинил США и Израиль в ударах по иранской энергетической инфраструктуре и пообещал ответные действия. После удара Катар объявил атташе по вопросам безопасности и военного атташе посольства Ирана персона нон грата, потребовав от них покинуть страну в течение максимум 24 часов. Иранский беспилотник атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии Самреф, принадлежащий Saudi Aramco и ExxonMobil. Завод перерабатывает около 400 тысяч баррелей нефти в день и является одним из ключевых экспортно-ориентированных предприятий королевства. Саудовская Аравия оставляет за собой право применять военные меры против Ирана. Любое доверие к Тегерану подорвано, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии, после того, как страна была атакована иранскими баллистическими ракетами. В самых резких заявлениях, прозвучавших из королевства Персидского залива за почти 3 недели войны, Фархан обвинил Иран в преднамеренных враждебных действиях против своих соседей, как напрямую, так и через ряд региональных посредников, и призвал Тегеран взять ситуацию под контроль. И я думаю, это самый ясный сигнал о том, как Иран относится к дипломатии. Он не верит в диалог со своими соседями. Он пытается оказывать давление на них. И я могу категорически заявить, что это не сработает. Королевство не поддастся давлению. Напротив, это давление обернется против них. Обернется против них в политическом плане. Обернется против них, я считаю, в моральном плане. И, как мы уже совершенно ясно заявили, мы оставляем за собой право предпринять военные действия, если это будет необходимо, и когда настанет время, руководство королевства примет необходимое решение. За свою дипломатическую карьеру мне не довелось столкнуться с таким вопиющим случаем шантажа, как запуск ракет во время дипломатической встречи. Если Иран не остановится, а именно такое настроение я слышал ранее, немедленно, я думаю, почти ничто не сможет восстановить это доверие. Главы МИД 12 арабских и исламских стран потребовали от Ирана немедленно прекратить атаки и соблюдать международное право. Совместное заявление опубликовано после встречи в Эр-Рияде. Министры осудили удары по странам Персидского залива, а также по Иордании, Азербайджану и Турции.
По их словам, под обстрел попали жилые районы и гражданская инфраструктура. Нефтяные объекты, опреснительные установки, аэропорты, жилые здания и дипломатические миссии. Одновременно участники встречи раскритиковали действия Израиля в Ливане и подтвердили поддержку безопасности и территориальной целостности страны. Заявление подписали представители Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Турции и ОАЭ. Пентагон хочет запросить у Конгресса еще более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Сейчас Минобороны обратилась за одобрением этой суммы в Белый дом. Но некоторые чиновники администрации считают, что такой запрос не имеет шансов на одобрение в Конгрессе. Ранее лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что это наглость говорить о дополнительном финансировании войны, которую мы даже еще не санкционировали. Тем временем военный министр США Пит Хексет считает, что война идет успешно, и деньги нужно выделять. Что касается 200 миллиардов, я думаю, эта цифра может измениться. Очевидно, для уничтожения врагов нужны средства. Поэтому мы возвращаемся в Конгресс и к нашим коллегам, чтобы обеспечить надлежащее финансирование того, что уже сделано, и того, что может потребоваться в будущем, чтобы боеприпасы были не только пополнены, но и превышали предыдущие запасы. Президент Трамп, как он сам сказал, восстановил армию в первый срок, не думая, что придется использовать ее так динамично во второй раз. Но так получилось. Поэтому, слава богу, он это сделал. Инвестиции такого рода нужны, чтобы показать: мы заменим все, что было израсходовано. Сейчас мы возрождаем оборонную промышленную базу, восстанавливаем арсенал свободы и заключаем сделки, как это делают наши заместители, обеспечивая производство высококачественных боеприпасов с долгим сроком изготовления. Мы пополним запасы быстрее, чем кто-либо мог ожидать. Иран знает, когда вы поражаете остров Харк и военные объекты на грузовых судах, единственное, что мы поражаем, мы можем контролировать любую ситуацию. Вооруженные силы США контролируют судьбу этой страны. Иран должен сделать правильный выбор и не целиться в арабских союзников и в соседние страны, стремясь причинить боль, которую они сами же создали. Спасибо всем, ценю ваше время. Иран угрожает гораздо более сильными ответными мерами на любые новые атаки на свою энергетическую инфраструктуру. Такое заявление прозвучало в речи пресс-секретаря базы Хатам Аль-Анбия Ибрахима Зольфагари. Дорогой народ Ирана, твои смелые дети в вооруженных силах сразу после злонамеренных действий врага начали агрессивные действия. После масштабной ответной операции, направленной на причинение ущерба, сопоставимого с первоначальным нападением, ряд нефтяных объектов, которые считаются связанными с американскими интересами в регионе, были подожжены. Мы снова предупреждаем врага. Вы допустили большую ошибку, атаковав энергетическую инфраструктуру Исламской Республики Иран. Наш ответ продолжается и еще не завершен. Если это повторится, следующие удары по энергетической инфраструктуре вас и ваших союзников не остановятся до полной ее ликвидации. И наш ответ будет намного жестче, чем сегодняшние атаки. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции в рамках возобновления операции «Истинное обещание-4» в 63-й волне ударов уничтожили ключевые цели на базах Аль-Минхад и Аль-Тхафра, на базе Аль-Удейд, вертолетной базе американских террористов, и на базе Мина Салман, где размещен 5-й флот американских террористов. В этих комбинированных операциях с использованием ракет и дронов эффективно поражены здания, где находятся командиры, топливные склады и силосы с оборудованием базы Аль-Минхад. Предварительные радары предупреждения и центральная рампа базы Аль-Удейд были атакованы баллистическими ракетами. Топливные склады и предварительные радары, авиационные базы американских террористов на Аль-Тхафра и база 5-го флота американских террористов на Мина Салман подверглись мощным ударам дронов, баллистических и крылатых ракет. Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением инфраструктуры крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс, если атаки продолжатся. По его словам, после удара Израиля по объекту, Тегеран ответил атакой на газовую инфраструктуру Катара, не разобравшись в ситуации. Трамп заявил, что в случае новых ударов США готовы ответить как совместно с Израилем, так и самостоятельно. Израиль в гневе из-за происходящего на Ближнем Востоке нанес удар по крупному объекту в Иране – газовому месторождению Южный Парс. Поражена была относительно небольшая часть всего комплекса. Соединенные Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке, и государство Катар ни в каком виде к ней не причастно и не имело представления, что она произойдет. К сожалению, Иран не знал этого и других существенных фактов, связанных с атакой на Южный Парс.
и неоправданно и несправедливо атаковал часть катарской газовой инфраструктуры СПГ. Никаких дальнейших атак со стороны Израиля по этому крайне важному и ценному месторождению Южный Парс не будет, если только Иран не примет неразумное решение атаковать совершенно невиновный в данном случае Катар. И в таком случае Соединенные Штаты Америки с помощью Израиля или без нее, и независимо от его согласия, нанесут массированный удар по всему месторождению Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда ранее не видел и не испытывал. Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий для будущего Ирана, но если СПГ Катара снова подвергнется атаке, я не колеблясь это сделаю. Спасибо за внимание к этому вопросу, президент Дональд Трамп. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал американо-израильские удары по Ирану и заявил, что союзники обсудят между собой, как поступить в связи с закрытием Ормузского пролива. Прежде всего, в ходе моих контактов со союзниками по всей территории НАТО, я чувствую и слышу, что мы все согласны, как и всегда, с тем, что крайне важно, чтобы Иран не заполучил ядерный потенциал баллистических ракет, и то, что США делают в данный момент, это ослабление этого потенциала Ирана, и я думаю, это очень важно. Это важно для европейской безопасности, для Ближнего Востока. Это жизненно важно для самого Израиля. Ядерный Иран потенциально представлял бы прямую угрозу будущему Израиля, но опять же всему Ближнему Востоку и Европе. Что касается Ормузского пролива, все согласны с тем, что эта торговля не может оставаться закрытой. Она должна открыться как можно скорее. Это крайне важно для мировой экономики. Это также крайне важно, потому что недопустимо, если ключевой морской путь закрыт, или его использование затруднено из-за существующих угроз. В ходе моих контактов с союзниками я вижу, что они активно обсуждают между собой, с Соединенными Штатами, и между собой наилучший путь решения этой огромной проблемы безопасности. И позвольте мне добавить, что я уверен, что союзники, как всегда, сделают все возможное в поддержку наших общих интересов, как мы всегда это делаем. США выводят с Ближнего Востока крупнейший авианосец USS Gerald R. Ford. Причина — серия аварий на борту, которые, по данным американских СМИ, повлияли на состояние экипажа и боеготовность корабля. Авианосец направят на Крит для ремонта. На борту произошел пожар в основной прачечной зоне. Около 200 моряков пострадали от вдыхания дыма. Уничтожены до сотни спальных мест. Огонь тушили несколько часов, одного члена экипажа эвакуировали. Несмотря на это, корабль сохранил работоспособность. Одновременно сообщается о хронических проблемах с санитарными системами. На корабле регулярно засоряются канализационные трубы, возникают очереди в санузлы. По словам источников, это дополнительно ударило по моральному состоянию более чем 4000 членов экипажа. ВМС США признают наличие технических сбоев, но утверждают, что они оперативно устраняются. Тем не менее, длительное пребывание авианосца в море вызвало критику на политическом уровне. Сенатор Марк Уорнер заявил, что экипаж доведен до предела, и обвинил в этом решение президента Дональда Трампа. Временный вывод USS Gerald R. Ford из региона Персидского залива может ослабить американское военное присутствие в регионе, где его авиакрыло участвовало в ударах по Ирану. Ожидается, что корабль заменит авианосец USS George H.W. Bush, который готовится к развертыванию. Лидеры Евросоюза на саммите в четверг ищут срочные меры, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на фоне войны с Ираном. После фактического закрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти из сжиженного природного газа, рынок оказался под серьезным давлением. С начала войны в конце февраля цены на топливо в Европе выросли более чем на 60%, усиливая риски для экономики региона. Зависимость Европы от импорта делает ее особенно уязвимой, а быстрых решений нет. Страны ЕС по-разному оценивают возможности компенсации ценового скачка. В долгосрочной перспективе ставка делается на переход к собственной низкоуглеродной энергетике. Атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру Катара сеют дальнейший хаос, и ясно, что нам нужен выход из этой войны, а не эскалация. Конечно, никто не может игнорировать тот факт, что мы переживаем непростые времена в энергетической сфере, и нам необходимо решать эту проблему. Нынешний конфликт в Иране еще раз показывает, что лучший способ обеспечить предсказуемый и надежный горизонт в энергетической сфере — это увеличить собственное производство энергии. Это единственный путь к автономии, независимости, то есть к обеспечению безопасности нашей энергетической системы. Для этого нам необходимо продолжить энергетический переход, и это наша главная задача. Сегодня утром мы наблюдаем резкий рост цен на энергоносители по всей Европе и во всем мире. Главная причина этого, конечно же, кроется в событиях на Ближнем Востоке. Мы также подробно обсудим этот вопрос. Я хочу, чтобы
чтобы мы дали четкий сигнал о готовности помочь. Но для этого необходимо прекращение боевых действий. Я особенно благодарен президенту США за то, что он вчера вечером дал понять, что он также готов положить конец боевым действиям. Однако это предполагает, что Иран откажется от своей ядерной программы, положит конец терроризму и будет готов к переговорам. Если всего этого удастся достичь в ближайшие дни, то мы будем двигаться в правильном направлении. Я говорил об этом вчера в своем заявлении и хотел бы повторить сегодня. Мы сможем и будем вмешиваться только тогда, когда замолкнут орудия. Однако в этот момент мы будем поддерживать тесный контакт не только с Израилем, но и с государствами Персидского залива, которые также рассчитывают на Германию и которых я посетил в начале года. И тогда мы сможем многое сделать, в том числе открыть морские пути и обеспечить их беспрепятственное движение. Но мы не будем этого делать, пока продолжаются боевые действия. Мы сделаем это только после прекращения боевых действий. Также потребуется международный мандат, которого у нас сейчас нет. Именно поэтому нам предстоит еще много шагов, прежде чем мы сможем даже начать рассматривать этот вопрос. Несколько других стран Персидского залива впервые пострадали в результате ударов по своим производственным мощностям, так же, как и Иран утром. Эта эскалация безрассудна. Вчера мне удалось поговорить с президентом Трампом, и он сам ночью призвал прекратить все эти бомбардировки и нападения на гражданскую инфраструктуру – газовую, нефтяную, а также водную. И я скажу здесь, что мы отстаиваем идею моратория на гражданскую инфраструктуру, на мирных жителей в этом конфликте и скорейшую деэскалацию. И поскольку в регионе сейчас период религиозных праздников, я думаю, что всем следует успокоиться и прекратить боевые действия хотя бы на несколько дней, чтобы попытаться дать переговорам еще один шанс. Параллельно в Евросоюзе обсуждается разблокировка кредита Украине на 90 миллиардов евро. Его реализацию ранее остановил премьер Венгрии Виктор Орбан, что вызвало недовольство других стран ЕС. Позиция Венгрии очень проста. Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которая блокируется ими. До тех пор не будет принято ни одного решения, благоприятного для Украины, которое Венгрия здесь поддержит. Хорошо, но они собираются ремонтировать трубопровод «Дружба». Мы ждем нефть. Все остальное — просто сказка. Поэтому мы верим только фактам. Нефть должна поступить в Венгрию, и тогда это станет новой главой. До тех пор мы не можем поддержать ни одно проукраинское предложение. Другого варианта нет? Нет, нам это нужно, потому что это вопрос жизни и смерти. Речь идет не о политике, это вопрос жизни и смерти для Венгрии. Получение нефти — это вопрос жизни и смерти для венгров. Без этой нефти все домохозяйства и венгерские компании обанкротятся. Так что это не шутка, это не политическая игра. Зеленский должен понимать, что это не игра, это абсолютно вопрос жизни и смерти для венгров. Вы также согласитесь на формализацию переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС? Венгрия не поддерживает никакие проукраинские решения, пока не будет решен вопрос с нефтью. Спасибо. Существуют альтернативные способы преодоления вето Венгрии на кредит Украине. Но для их реализации потребуется политическая смелость со стороны европейских лидеров, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Есть альтернативы, но посмотрим, как будет развиваться ситуация. И, по сути, это также требует политической смелости от всех нас. К сожалению, Россия извлекает выгоду из войны на Ближнем Востоке. Поэтому завершение этого конфликта крайне важно, в том числе для того, чтобы найти решение по Украине, которое не будет означать ее полной капитуляции перед Россией. Если это поможет обеспечить безопасный транзит и даст Венгрии повод согласиться, они уже соглашались. В этом и проблема. Теперь они отзывают свое согласие. В наших договорах есть положение о добросовестном сотрудничестве, и происходящее явно ему не соответствует. Вопрос в том, как нам реально добиться выполнения соглашения, которого мы достигли в декабре. 19 декабря мы приняли единогласное решение. Все 27 государств-членов согласились с выбранным нами совместным путем. Руководящий принцип Европейского Союза — это лояльность и надежность. И я верю, что все государства-члены Европейского Союза будут придерживаться этого принципа. Большое спасибо. В первую очередь, мы должны выдать кредит в размере 90 миллиардов евро. Решение, о котором было принято в декабре прошлого года. Это решение было принято главами государств и правительств. Его необходимо выполнить. И мы должны нарастить наши мощности по военному производству. Именно за это мы выступаем уже несколько месяцев. Мы создали необходимые инструменты, потому что знаем, что нам самим, ради нашей безопасности и безопасности Украины, в нынешних условиях потребуется все больше европейского производства. Я каждый раз разговариваю с Виктором Орбаном, и со своей стороны я хочу, чтобы мы продвигались вперед в оказании поддержки Украине, которая в ней нуждается, и чтобы мы сдержали свое слово относительно кредита в размере 90 миллиардов евро.
Кремль заявил, что приложит все усилия для защиты российского археолога, которому грозит экстрадиция на территорию Украины. Александр Бутягин обвиняется Украиной в участии в несанкционированных раскопках и хищении исторических артефактов в Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году. Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский. Нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов. Эта работа будет делаться. А тем временем в оккупированном Россией Крыму сегодня сносят еще одну достопримечательность полуострова. На этот раз разрушена знаменитая полуротонда в Алуште, архитектурный символ города. Она была признана объектом культурного наследия. Спецпосланник президента США Джон Коул встретился с Александром Лукашенко в Минске. Это очередная попытка договориться об освобождении политзаключенных. По данным правозащитников, в белорусских тюрьмах сейчас остаются более 1100 человек, осужденных по политическим статьям. Ранее переговоры уже давали результат. В сентябре были освобождены несколько десятков заключенных. В декабре еще 123, включая лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого и оппозиционных политиков. В обмен с США частично смягчили санкции, в частности, на экспорт калийных удобрений, и обсуждают возможность восстановления работы посольства в Минске. Оно было закрыто в 2022 году, после начала полномасштабной войны России против Украины, в которой Беларусь использовалась как плацдарм для нападения. Как будто не было длительного путешествия у вас. Все бодрые. Я очень рад, что у вас настроение хорошее и выглядите вы бодро. Это, Джон, потому что, наверное, вы, наверное, к друзьям залетели сначала, а не напрямую в Беларусь. Пора уже прилетать напрямую к нам. Yes, that would be nice. Very nice. Моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей, и я готов откровенно поговорить на эту тему. Очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента. Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, долгое время считался изолированным лидером на Западе. Однако новая линия Вашингтона предполагает ограниченное взаимодействие, в том числе из-за его тесных контактов с Владимиром Путиным. В США рассчитывают, что такой диалог позволит повлиять на позицию Минска и, возможно, ослабить его зависимость от Москвы. В белорусской оппозиции эту стратегию называют малореалистичной, но при этом благодарят за освобождение заключенных. Сам Лукашенко ранее заявлял о возможности большой сделки с Вашингтоном, включая личную встречу с Дональдом Трампом, при условии, что это не повредит отношениям с Россией. В Германии перед Пасхой на полную мощность работает одна из старейших в стране красилин яиц. Семейное предприятие в городе Урсберг существует более 70 лет и в пиковый сезон красит до 34 тысяч яиц в час. У нас 504 поставщика. Сейчас это мелкие фермеры в радиусе примерно 250 километров вокруг Урсберга. Мы используем яйца от кур 3 типов содержания – напольного, свободного выгула и органические. То есть представлены все 3 варианта. Рецепту нашего красителя уже 70 лет. В него входит шелак, он герметизирует яйцо, так оно будет храниться дольше, потому что при варке смывается кутикула – это тонкий жировой слой. Второй компонент – это пищевые красители. Третий – карнаубский воск. Он предотвращает чрезмерное проникновение краски в яйцо. И четвертый – спирт, который растворяет смесь, чтобы мы могли ее обрабатывать. Яйца варят в полусмятку, сохраняя мягкий желток. Точная технология держится в секрете. Но дома так не сварить, не покрасить не получится. Это, пожалуй, самая сложная задача, которую нужно контролировать каждый день. Белок сворачивается при 84 градусах, желток при 68, и нам нужно следить, чтобы тепло не проникало в желток. Но сам процесс — это наша коммерческая тайна, я не могу его раскрыть. Однако нам удается делать это очень стабильно. С осени и до Пасхи сюда приезжают посетители со всей Южной Германии. Посмотреть, как обычное белое яйцо превращается в пасхальное. До чистого четверга линия работает без остановки, после чего производство замирает, и сотрудники уходят на пасхальные каникулы. Я здесь впервые, и главное в этих яйцах — то, что они закупаются на месте. Мне это очень нравится. Это не крупная корпорация, а настоящее ремесло, и здесь можно проследить весь процесс от начала до конца. Да мы в полном восторге от этих яиц, они отличные, не слишком твердые и не слишком мягкие.
У меня мясной магазин, и в субботу перед Пасхой каждый клиент получает вареное яйцо. А в остальные дни мы их тоже продаем. Очень интересно увидеть, как здесь в таких объемах красят яйца, как все это делается. Детям нравится, им тоже очень интересно.